Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Прохоров, я являюсь мастером спорта по тайскому боксу и тренером по тайскому боксу в клубе Arma SMC. Сегодня я расскажу вам про удары ногами в тайском боксе, в частности, удары в нижний уровень, low kick. Сегодня мы разберем технику и вариацию удара. Самое главное, сегодня я расскажу вам, как отработать качественный удар. Всем миром, в принципе, признано, что самые лучшие ноги у тайского бокса, потому что в основном тайцы работают за счет ног, за счет коленей. Все знают, что у них достаточно слабые руки, но очень-очень сильные ноги, и их коронкой являются ноги. У них достаточно своеобразная техника, то есть она похожа на удары ногами в кикбоксинге и в карате, но и имеет свои нюансы. В тайском боксе существует несколько видов ударов ногами. Есть удары сбоку, есть low kick, это нижний уровень, есть middle kick, это средний уровень, и есть high kick, это верхний уровень, это удары в голову. Все они бьются сбоку, согнутой ногой, ударная часть голень. Также есть удары, которые называются тип, они бьются вперед прямой ногой. Ударная часть, получается, подушечка под пальцами на стопе. Удары сбоку бьются в основном, то есть задействованы мышцы спины и пресса. То есть не за счет мышц ноги, разгиба, сгиба ноги, а за счет мышц спины. Удар бьется по принципу циркуля. То есть одна нога стоит, а вторая нога, получается, чертит круг. Чертит всем корпусом. То есть удар идет не одной ногой, а чтобы ударить, нужно провернуться всем корпусом. Получается, что во время удара, то мой бок, той стороны, которой я бью, должен быть направлен на соперника. В тайском боксе бьют голенью, то есть именно костью. Нога должна быть обязательно согнута. Таз должен разворачиваться вместе с корпусом, вместе с ногой. То есть выглядеть это должно так. Не то, что нога летит вперед, а таз остается у меня где-то сзади. Нет, наоборот, у них таз идет впереди ноги. То есть первым делом, когда я бью, у меня вперед выходит та часть таза, которой ногой я бью. То есть я бью правой ногой, значит правая сторона моего таза выходит первым делом вперед. А за ней уже летит нога. И обязательно не наоборот. Потому что все путают. Все бьют ногой, а таз остается где-то сзади. А должно быть как раз наоборот. Таз вылетает вперед, опорная нога прокручивается на мыске. И по идее, если я промахнусь мимо цели, то я должен провернуться на этом же месте. То есть получается, у меня нога бьет вот сюда, нога согнута, а таз вместе с коленом заходит чуть-чуть за грушу. Таз у меня первым, если вы будете смотреть видео, то вы увидите, что когда я бью, первое движение это вот. То есть первым делом идет таз туда, не нога. То есть вот у меня закручивается таз вместе с плечом, и только потом у меня уже отрывается нога от пола и летит уже непосредственно в грушу. Техника удара сбоку, то есть будь это нижний уровень low kick, либо high kick, либо middle kick, техника ударов одинаковая. То есть у вас идет одинаковое движение тазом, плечами, спина, опорная нога встает на мысок и проворачивается, это обязательно. И она находится на мыске до того момента, пока вы не вернетесь обратно в стойку. Тогда вы уже можете ее опустить. То есть не так, что вы ударили на мыске, опустили ногу и потом обратно поднимаете пятку и возвращаетесь. Это будет очень долго. Вы бьете на мыске и обратно на мыске же возвращаетесь. Зачем нужен low kick? На самом деле всем кажется, что что такого страшного ударить ногой по ноге, это не голова, это не печень. Но на самом деле, когда люди получают хороший low kick,
а то и пару, то часто желание драться у них сразу очень сильно снижается, потому что, ну, как бы это тяжело объяснить словами, хорошо бы это, конечно, разок испытать, но очень неприятно, когда вам разбивает эту мышцу. То есть получается, что у вас в бедре есть кость, да? Дальше идет мышца. И когда вам бьют голенью, опять же, костью по бедру, то вашу мышцу разбивают между двух костей. Это все равно, что вам, не знаю, ногу положить между двух палок и третьей палкой ударить. Та же самая палка у вас нога. Та же самая голень, у вас твердая поверхность, кость. И порой много боев выигрывается только за счет лоу-кика. То есть есть люди, которые нарабатывают лоу-кик, у них очень сильный удар ногой. И я лично видел бой, где таец дрался с нашим русским пацанчиком, очень хороший пацанчик был. И таец ничего не делал, кроме того, что он защищался руками и отвечал ему лоу-кик. Опять защищался руками, там что-то он бьет ему руки, ножки, там он защищается и бьет ему лоу-кик. Казалось бы, ничего сверхъестественного, ничего страшного, но бой в итоге закончился. И парню очень сильно травмировали колено. То есть, оказалось бы, всего лишь удар ногой по ноге. То есть он на самом деле очень травмоопасен, он очень снижает вашу ударную способность, потому что неважно, чем вы бьете, ногами, либо руками, у вас задействованы ноги. То есть вся энергия у вас всегда идет от ног, даже когда вы бьете руками. А когда у вас разбита эта нога, она не может вас нормально толкать. То есть ваши удары уже не имеют такой ударной мощи, и они становятся уже не такими страшными сопернику. То есть, опять же, он снижает вашу ударную силу. Казалось бы, всего лишь ударами по ногам. Это Евгений, он сегодня будет моим ассистентом и будет помогать мне в отработке лоу-кик. Лоу-кик, ну изначально, судя даже из названия, лоу низкий, это удар в нижний уровень. То есть все вот это бедро получается в нашем распоряжении. Бить желательно плоской частью голени, но также можно бить и острой частью. Главное, если бьют острый, главное не перекручивать ногу, чтобы не разбить мышцу. То есть вот мы стоим в стойке, я делаю шаг левой ногой, чуть-чуть ее уже разворачивая. Получается шаг левой ногой и удар голенью по бедру. Нога должна быть обязательно согнутая, потому что если она будет прямая, ее можно травмировать. То есть получается, если я бью и выпрямляю ногу, и он в этот момент подходит ко мне, то я могу травмировать себе коленный сустав, его вывернуть. Если нога будет согнутая, я также пробью ему лоу-кик коленом просто. Когда сустав коленный согнутый, это очень крепкий сустав, то есть его сложно травмировать, сложно сломать. Удары можно наносить как во внешнюю сторону бедра, так и во внутреннюю сторону бедра, как в левую, так и в правую ногу. Но если во внешнюю сторону бедра мы бьем параллельно полу, то есть удар идет вот в ту сторону, параллельно плоскости, на которой мы стоим, то если мы бьем во внутреннюю сторону бедра левой ногой, то удар идет немножко наискось, примерно под 45 градусов вверх. То есть задача эту ногу выбить вот в ту сторону. Шаг и удар. И вернулся. Теперь левой ногой в эту же его переднюю ногу, но уже во внутреннюю сторону бедра. Мы делаем разножку. Так, теперь наносим удар левой ногой во внешнюю сторону бедра, в заднюю ногу. Бить отдельно лоу-кик, это надо иметь там очень хорошие быстрые ноги, и все равно как бы будет тяжело пробить его, потому что ты ничем не подготавливаешь свою атаку, ты сразу бьешь лоу-кик, и тут по сути только остается поставить щит, и скорее всего как бы его поставят, и ты в него попадешь. Это может травмировать ногу. То есть сначала желательно атаку свою подготовить, ударить ручкой, либо можно там из двух рук комбинацию, и потом уже следом за руками, когда у него все внимание вот тут на защите головы, он уже не смотрит на ноги. После рук вы уже бьете лоу-кик. То есть сначала вы бьете ручка, лоу-кик.
ручка, ручка, лоу-кик. То есть атаку свою нужно подготавливать. Вы его загрузили голову и ударили вниз. Также загрузили голову и ударили по ноге. Вот тогда, скорее всего, он постоянно будет проходить. Если вы бьете одиночную, вы раз ударите, он пройдет, допустим, да, два ударите, он пройдет, он уже привык. На третий раз он уже будет ставить щиты. То есть уже видно одиночная нога, он будет ставить щиты. Вот он будет ставить щиты, а тут, когда вы бьете ручкой, у него внимание заостряется на защите. И вот потом-то вы уже бьете ногу как раз. То есть все атаки ногами всегда желательно начинать с рук. Загрузить, отвлечь и уже потом добавить ногу. Неважно, лоу-кик это или там верхний уровень, средний уровень. Всегда важно загрузить руки, закончить ногой. Загрузить руками, закончить ногой. Часто бьют, например, там левая рука, правая рука. И если правой рукой закончили, бьют левую ногу. То есть, да, получается, бьют крестами. Левая, правая, левая. Либо левая, правая. То есть из стороны в сторону. Но как бы это не значит, что по-другому не бьют. Также можно бить левая, левая, правая, правая. То есть встречается это также часто. Просто на это нужно чуть-чуть больше времени. То есть вы ударили левой стороной, вам нужно опять сделать разножку там, чтобы ударить опять левой стороной. А тут получается у вас левая, правая и сразу левая. Правая, левая, правая. То есть идет накатом. Левая, правая, левая. Ну, что касается отработки удара, тут на самом деле все очень просто. Ничего замысловатого. То есть нужно знать основные аспекты технического составляющего, что вам нужно сделать там шаг, нам нужно развернуть таз, нужно убрать спину назад, дабы ваша нога не перевесила вперед после того, как вы ударите. Поэтому отработка тут очень простая. Вы встаете у мешка и никуда не торопясь, чтобы не было вот такого набивания. Встали, шаг, шаг, удар, вернулись, походили, шаг, удар. И порядка, ну, минимум 100 ударов, вот так каждой ногой. Встали, 100 с одной, 100 с другой. По мере вашей работы на груше, с каждой соткой вот этих ударов у вас будет расти как техника, так и ударная мощь. То есть сначала вы начинаете, пока еще не научились, сил не вкладываете особо, старайтесь следить за всеми техническими составляющими, за опорной ногой, за тазом, за спиной. Как только вы почувствуете, что у вас все это достаточно легко и правильно двигается, тогда вы уже начинаете вкладывать силу. То есть сначала вы должны освоить технику, только потом вкладывать силу. Итак, это наше первое видео, так что я всем советую подписываться на канал, потому что их будет впоследствии очень много. Будем рассматривать в основном технику. То есть задача этих видео, чтобы вы поняли именно технику. Когда вы поймете технику, то пойдет все остальное. Так что следите за нашим каналом. С вами был Дима Прохоров.